приехали в канун католического Рождества. И сегодня, как раз таки 25 декабря, Merry Christmas! Гонконгцы хоть и отмечают этот праздник, но довольно скромно. Не ставят елку, не наряжают дом, ограничиваются обменом подарками и вкусным семейным ужином. Сезон новогодних праздников стартует на католическое Рождество, а заканчивается аж с приходом китайского Нового года. Несколько недель между этими датами длятся масштабные распродажи, проходят фестивали, шоу, устраиваются фейерверки. Но не в этом году. Впервые за полвека в Гонконге введено чрезвычайное положение. Уже на протяжении 6 месяцев устраиваются массовые акции протеста. Протесты спровоцированы рассмотрением законопроекта об экстрадиции, а то есть выдаче лиц, нарушающих законы, на суд материковую часть Китая, что, собственно, подрывает автономию региона и права граждан Гонконга. В связи со случившимся беспорядком законопроект правительство, конечно же, отложили, но митингующие расширили свои требования, призывая к расследованию жесткого поведения полиции во время разгона демонстрантов. Не отложить, а полностью отказаться от принятия законопроекта, распустить парламент и дать право самим выбирать власть, перестать подавлять протесты, а также к освобождению всех заключенных митингующих, это порядком 5000 человек. Так что никакого салюта, друзья. И у нас без семейного ужина не обошлось. Нагрянули бандой к родителям Карины. Если что, Карина и Франко наши хосты. У них мы живем и работаем по программе Workaway. Но чтобы не повторяться, советуем глянуть первую часть. Там все в подробностях. У многих есть представление, что Гонконг – это небольшой полуостров. На самом деле в его состав входит 262 острова. Мы живем на полуострове Коулун. Это самый традиционный и старинный район, некогда криминальный и опасный. Второй по величине и первый по населению – это остров Гонконг. Он же центр всех небоскребов. А самый крупный, самый зеленый и природный – это Лантау. И туда мы сегодня, собственно, и направляемся. Вышел нам $65, это около 550 рублей. Не дешево, но расстояния довольно-таки большие. Мы проехали по острову. Добрались. Еще недавно Лантау был закрыт для туристов и являлся некой меккой для буддистов-паломников. Говорят, в горах острова можно было достичь нирваны, обрести спокойствие и умиротворение. Сейчас же Лантау предстает перед туристами своими горами, лесами, свежим морским воздухом, а также самой длинной двухканатной дорогой, большим Буддой и самым главным достоянием – это рыбацкой деревушкой Тай-О. Ее еще называют Восточная Венеция. Но, как мы уже поняли, в Азии все, что не на воде, все Венеция. Пойдем посмотрим.
а ее сохранила в себе образ старинного Гонконга. Здесь до сих пор живут потомки первых поселенцев, народности Данзя, которые поначалу полноценно жили в лодках-джонках, но из-за постоянных тайфунов перебрались в дома на сваях. Они-то и основали сообщество рыбаков, занимающихся рыболовством по сей день. Был у Тайои период промышленного рыболовства и соляного производства, но по истечении времени он стала не более чем точкой притяжения туристов, где бывалые рыбаки катают приезжих по каналам деревушки, а свой улов продают на полках магазинчиков. Попали в деревню в момент отлива. Ощутимо пахнет морем и выловленной рыбой. Сваи домов обнажились, и видно, что они покрыты толстым слоем ракушек. Большинство домиков из алюминия, или же совсем из того, что нашлось под рукой. Попасть в них можно только по узеньким подмосткам и по воде во время приливов. На этот случай у каждой хижины пришвартована лодка, этакий аналог улиц с машинами. А вот автомобильных дорог в деревушке нет, только пару пешеходных, по которым можно выйти к таким уже новостроям. Все это будто бы и не Гонконг вовсе, настолько все просто и провинциально. Ощутимый контраст после железобетонно-небоскребного величия. Вот так перекусываем сэндвичами с дома с видом на океан. Это видео будет для вас уже из прошлого, а у нас на дворе 31 декабря, и значит, что приближается самый любимый, самый долгожданный праздник – Новый год. И, конечно, мы не исключение, ждем его с нетерпением. Ну и что мы в Гонконге, а не в Сибири, и на улице у нас дождь, а не снег. Это не повод отказывать себе в праздничном настроении. Поэтому мы идем всеми силами его сейчас создавать. Обязательный пункт – это, конечно же, праздничный стол. И сегодня мы решили удивить нашу гонконгскую семью русским ужином, поэтому готовим борщ и картофельное пюре с рыбкой. Некоторые ингредиенты, конечно, сложно будет найти, но вполне возможно. Почему на Новый год борщ, а не оливье, спросит самый пытливый зритель? Ответ прост. Это личный заказ от мужской половины семьи. Да и сами мы по нему порядком соскучились за полгода. Задача на сегодня не только задать себе праздничное настроение, но и главное показать русские традиции встречи Нового года в нашей гонконгской семье. Итак, что мы для этого имеем? Праздничный стол, елка, она же мандарины, считай 2 в 1, гирлянда, наша незаменимая из дома, шампусик, бой курантов, записки с мечтами и, конечно, самое главное, душевная компания. Как всегда, самое забавное – это жизнь записки. Точнее сказать, смотреть, как это делают люди впервые. Естественно, большую часть бумажки у всех обратить в пепел не получилось. И потому пришлось объяснять, что бумажку все-таки съесть придется, иначе мечта не сбудется. Конечно, все это немножко бутафория, ведь на часах всего 9 вечера, а дома и вовсе 6. Но так как гонконгцы ложатся спать рано, мы не стали их томить и отметили по сахалинскому времени, где уже Новый год наступает. Почему бы и нет? Страна у нас большая, позволяет.
Вот такой уютный, по-своему семейный Новый год у нас получился. Считаем, что со своими задачами мы справились. Все точно были чуточку счастливее обычного. Хотелось бы подытожить лишь тем, что в этот день как-то особенно скучаешь по дому. Сегодня 1 января 2020, первый день Нового года, и гонконгцы встречают его очередным масштабным протестом, призывая народ не бросать борьбу за демократию. Толпа скандирует лозунги «Освободим Гонконг», «Революция нашего времени», 5 требований и ни одни меньше, а обстановка очень накаленная. Стоило нам снова оказаться на улице, как стало понятно, что мирным протестам пришел конец. Полицейские взволнованно оцепляют улицы, явно ожидая наступления. Прохожие торопливо стараются уйти куда подальше. Толпа провоцирует полицейских, выкрикивая оскорбления, на что те в ответ разгоняют их дубинками и выборочно выцепляют из толпы. Если ваша вечеринка не похожа на эту, то даже не зовите нас. Нет, мы не придем. 1 января, Новый год. Пойдем вот здесь вот тусоваться.
сделали живую очередь и передают все вещи. И очередь довольно-таки длинная. И по центру идут миротворцы. Сейчас мы к ним прильнем и будем идти с ними. Нам выдали очки, жидкость, которая спасет наши глаза в случае, если туда попадет газ слезоточивый. Вот в таком вот виде мы стоим. Все магазины вокруг закрываются. Я понял, как они действовали. Они делали шеренгу, передавали зонтики, все вещи, чтобы сделать баррикаду впереди стоящим. Потом впереди стоящие, когда понимали, что баррикада готова, всем говорили: отходим назад, стена остается, и они двигаются. Дальше они постепенно создают, вот уже третья баррикада. И сейчас уже полиция начнет действовать, я думаю. Впустили газ. Только это спасет мир. Это был последний настолько масштабный митинг в Гонконге, в ходе которого было задержано еще около 500 человек. Десятки пострадали от слезоточивого газа и резиновых пуль. Конечно, на сегодняшний день очень многое изменилось. Поэтому мы обратились за самой актуальной информацией к нашему достоверному источнику. Франко, привет. Расскажи, пожалуйста, вкратце, что сейчас происходит в Гонконге? Привет, ребят. В 2020 году, когда прибыл ковид, для правительства стало идеальным использовать здоровье как причину, чтобы остановить кого-либо от собраний. Другим ключевым моментом является то, что в августе 2020-го правительство Пекина обошло законодательный совет Гонконга, чтобы принять закон о национальной безопасности. Это новый закон, который делает какие-либо действия против правительства преступлением. Он также предусматривает возможность пожизненного заключения как высшая мера наказания, что просто безумие. В марте 2021-го 47 активистов, выступающих за демократию, были арестованы по этому закону, а Министерство юстиции даже отменило решение суда, когда некоторые из них были освобождены под залог. Многие люди планируют эмиграцию в Великобританию и другие западные страны. Кто знает, как будет выглядеть Гонконг через 2-3 года. Какие дела? Возвращаемся. В общем, друзья, в Гонконге классно. Мы пробыли здесь 10 дней и, если честно, не хватило. В очередной раз убеждаемся, что впечатление о стране, о городе делают люди. Нам очень повезло в этом плане. Мы жили у очень душевной семьи, которые стали нам действительно как родные, приняли нас как родные. Поэтому о Гонконге у нас будут только хорошие воспоминания.
предыстория перелета за весь наш трип. Немножко волнительно даже. Уже 5 месяцев мы все пешком, да, немножечко на автобусах. А сегодня мы на самолетике. Сейчас идем почувствовать себя немножко лухари. У нас открытый еще приорити пас. Так что идем кайфовать и ждать нашей посадки. Как ваши ощущения? Да, я мечтал об этом 5 месяцев. Ой, короче, мы там так засиделись, что чуть не опоздали на самолет. Забежали просто самые последние. А мы подумать не могли, что он такой огромный. Мы ехали еще 2 станции на метро до нашего выхода. Здесь 530 выходов, я первый раз такое вижу. О, Забежали просто в последнюю секунду, уже девушка на регистрацию ушла. Okay, thank you. On your left hand thank side. you.